Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень красивые и вкусные кремовые пирожные корзинки с яблоками. Готовятся они на слоеном тесте. Все очень быстро и просто. Здесь великолепное сочетание заварного крема, ароматных яблок и песочной крошки. От такого пирожного просто невозможно оторваться. Настолько оно вкусное и нежное. Рекомендую приготовить эти пирожные и попробовать. Я уверена, они всем понравятся. Для приготовления песочной крошки мне понадобится в миску всыпаю просеянную муку, добавляю сахар, перемешиваю и добавляю кусочки сливочного масла. Перетираю масло с мукой и с сахаром до получения однородной крошки. Для приготовления яблочной начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы. Удаляю сердцевину и режу небольшими кубиками. Рекомендую использовать яблоки с кислинкой, так пирожные получаются вкуснее. Если у вас яблоки сладкие, рекомендую сбрызнуть их лимонным соком. Разогреваю сковородку, добавляю сливочное масло, всыпаю яблоки, добавляю сахар. Сахар корректируйте по вкусу. И также по вкусу добавляйте корицу. Я добавлю примерно пол чайной ложки, просто чтобы был легкий аромат. И теперь тушу яблоки до мягкости и чтобы выпарилась лишняя влага, примерно 7-10 минут. Яблоки протушились, лишняя влага выпарилась, снимаю их с плиты. Оставлю немного остыть. Для приготовления крема мне понадобится в сотейник вливаю молоко и доведу его почти до кипения. В отдельной миске смешиваю сахар, кукурузный крахмал и соль. Добавляю яйца и перемешиваю до однородности. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 68 граммов. Таким образом, смешивая яйца с крахмалом и сахаром, в креме не образуются комочки. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и активно перемешиваю. Оставшуюся часть молока возвращаю на плиту. Вливаю в молоко полученную смесь и, активно перемешивая, варю заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Важный момент – это варить крем при постоянном помешивании, чтобы он не подгорел. Крем закипел, пошли пузыри, снимаю его с плиты. Добавляю сливочное масло и 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо перемешиваю. Получился вот такой очень красивый, шелковистый заварной крем, без единого комочка. Он очень ароматный и вкусный. Сейчас для моего рецепта мне не надо оставлять крем остывать. Я просто оставляю его в кастрюле. Если вам надо, чтобы крем остыл, закройте его сверху пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Выпекать пирожные я буду вот в таких формах. Диаметр по дну 7 см, диаметр сверху 15 см по самой широкой части и высота 7 см. Всего мне понадобится 4 формы. Слегка их смажу растительным маслом без запаха. Также для моего рецепта мне понадобится 2 куска слоеного дрожжевого теста. Каждый кусок теста по 250 граммов. Разворачиваю его. У меня здесь вот такие квадратные пласты теста. Они раскатаны тонко. Сторона квадрата 30 сантиметров. Я беру 2 формы и вот таким образом сверху их ставлю на тесто. И вырезаю тесто по формам. Обрезаю вот такие углы. Потом из этих обрезков я сделаю пирожные. Просто запеку их в духовке. Если у вас тесто большего размера,
либо оно толстое и вы можете его раскатать, можно вырезать круглые такие листы, чтобы потом выложить их в формы. И здесь вот эти края я подрезаю, немного их закругляя. Переворачиваю форму, беру этот кусочек теста и выкладываю его в форму. Аккуратно расправляю. Если у вас нет вот таких формочек, вы можете вообще испечь эти пирожные одним целым большим пирогом. Взять большую форму. Либо можно использовать маленькие какие-то формочки для кексов и сделать много пирожных меньшего размера. Точно так же подрезаю тесто и для второй формы. Закругляю края. Тесто рекомендую обрезать острым ножом, тогда края получатся очень красивые. Это важно при использовании слоеного теста, чтобы слои не примялись и не слиплись, а хорошо раскрылись во время выпечки. Выкладываю тесто во вторую форму. Точно так же я подготавливаю две остальные формы со вторым куском теста. Теперь в каждую форму на дно выкладываю яблочную начинку. Начинка у меня уже еле теплая. Сверху распределяю заварной крем. Пока я формировала сами корзинки, крем также немного остыл. Распределяю все равномерно по всем формам. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. И теперь осталось сверху распределить песочную крошку. И теперь всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку, примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Формы я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Обрезки теста я складываю в два слоя и также их запеку потом в духовке. Предварительно присыплю их сверху сахаром. Получатся такие слоеные язычки. Посмотрите только, какая красота получилась. Слоеное тесто вот так хорошо раскрылось. Видны все слои. И пирожные высоко поднялись. Еще горячие пирожные, вот это слоеное тесто, я смазываю абрикосовым джемом, чтобы оно получилось блестящее и красивое. Посмотрите, как красиво выглядят эти пирожные. По-настоящему празднично, очень эффектно. А готовятся они так быстро и просто. Оставляю пирожные остыть в формах буквально минут на 10. Тогда их потом легче будет доставать. Пирожные слегка остыли, извлекаю их из формы. И теперь, наверное, осталось самое сложное. Надо дать время пирожным полностью остыть. Конечно, эти пирожные вкусные и когда теплые, но если вы будете их разрезать теплыми, заварной крем потечет. Здесь такой нежный, очень вкусный заварной крем. Снизу яблоки. Сверху песочная крошка и вот это хрустящее слоеное тесто. От такого пирожного просто невозможно оторваться. Настолько оно вкусное и нежное. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.